Проверяем 5 лайфхаков из ТикТока. Сразу же заливаем воды. Нам нужно 3/4. Смотри, волшебство сейчас будет. Что? Хочешь? Мозги, наггетс. Хорошо, что у меня в морозилке всегда есть замороженные яйца. Всем привет, с вами Matt the Cat. И сегодня мы проверяем 5 лайфхаков из ТикТока. Господин Лось. Безумных лайфхаков и один с Матюшей в самом конце. Да, Матюша? Матюша ждет не дождется. И чтобы поддержать наш канал, обязательно лайкни это видео и напиши комментарий. Бусинка просит написать вас в комментариях ей комплимент, что она милая кошка-принцесса. И первый лайфхак. И в первом видео нам показывают, как можно сделать фейерверк прямо в стакане. Ну, это не то чтобы фейерверк, это что-то похожее, нечто отдаленное, напоминающее. Но он делается прямо дома, прямо в стакане, не шумит. Для этого понадобится всего лишь масло, вода и красители. Давайте проверять. Для первого лайфхака нам понадобится 2 стакана. Один для водицы, один для масла. Сразу же заливаем воды. Нам нужно 3/4. Так говорят в видео, значит столько и льем. Держи. Да это стакан, просто солнечные зайчики пускают. Что ты взбесился? И, конечно, нам нужны пищевые красители. Выбирай вот синий, красный, зеленый, желтый и черный. Можешь пока повыбирать, а мы наполняем стакан маслом. Обычное масло. У меня есть вилка для размешивания. Держи. Чесательная вилка. Начнем с красного. Красивенько. Ну и добавим, наверное, всех остальных. Прям нафигачим всех цветов, чтобы было максимально красиво. Ну все. Все дно заполнено. Сейчас нам нужно перемешать вилкой все это очень активно. Краска с маслом, естественно, не смешивается, а превращается в кучу вот таких вот маленьких кругляшочков. Мэтти, смотри, волшебство сейчас будет, наверное. Выглядит странненько. О, Мэтти! Мэтти, смотри! Смотри, Мэтти! Вау! Это очень круто выглядит. О, красный пошел, а вон красный цвет пошел. Что в итоге произошло? Все получилось. Единственное, уже изначально, пока краска была в масле, она смешалась и получилось такое что-то черно-зеленое. Это раз. И два, они начали очень красиво падать, как вы успели увидеть. Но потом это начало нести массовый характер, и вся вода просто окрасилась в очень черно-красно-зеленую массу. Но я думаю, что это очень полезная штука. Опять же, когда к вам приходят гости. Гости приходят такие: чем ты нас будешь... Званый ужин. Если бы я снимался в программе «Званый ужин», ну, знаете, да, вот эта вот штука такая трешовая, мне бы сказали: а какое ты развлечение нам приготовил? Я такой: а сегодня у нас будет фейерверк. Господи. Я ставлю этому лайфхаку 7 баллов из 10, и не 8 только потому, что слишком быстро заканчивается, а так красиво. Поэтому кладем это развлечение в копилочку крайне полезных. Матюш, а чем пахнет? Ой! Кажется, это пахнет возможностью выиграть iPhone. Сегодняшнее видео выходит при поддержке Cheesecake.ru. И у нас есть промокод. Вот он промокод CAT. По нему вы можете получить скидку 55% при заказе от 2990 рублей. Плюс к скидке по этому промокоду вы получите еще и один из 4 тортиков. Чизкейк Нью-Йорк, малиновый чизкейк, миндальный торт, торт брусничный или прекрасные тарталетки, которые я только месяц назад заказывал и заказываю их постоянно. А брусничный торт, кстати, я заказывал на прошлый день рождения. А еще по тому же промокоду CAT бесплатная доставка от 990 рублей. Мне бы этот промокод месяц назад. С этими тарталетками. А еще у ребят очень много всякой выпечки. Например, круассаны приходят полностью замороженными. Ты в любой момент берешь круассанчик, закидываешь его в духовку. 30 минут он выпекается, и ты получаешь хрустящий вкусный круассан лучше, чем в магазине. И не надо никуда идти. Например, на улице извержения вулкана, и все остались без круассанов, а ты такой: оп! У меня есть свежий круассан. И самое веселое, розыгрыш 2 13-х айфонов. И не просто айфонов, а про айфонов. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно сделать заказ по ссылке с промокодом от 3990 рублей и получить заказ до 18 октября. Напоминаю, что все это приходит замороженным, хранится это в морозилке, поэтому можно сразу сделать заказ на будущее побольше. Все условия, промокод и ссылки находятся в описании,
Поэтому участвуйте. Может быть, повезет именно вам. Матюш, интересно, мы можем сами воспользоваться своим промокодом? Я тоже хочу 13-й iPhone. И помните, что каждый переход по ссылке – это поддержка нашего канала. Спасибо вам большое. К лайфхакам. В этом лайфхаке нам показывают, как легко открыть бутылку с вот такой вот крышечкой запечатанной ножом. Где это может помочь? Да где угодно, если у вас нет открывашки. И навыка открывать бутылку зажигалкой или об камень, там, чем угодно. Для этого у меня есть бутылочки колы. На видео используется столовый нож, но у меня такого мощного столового ножа нет, поэтому я использую ножи для метания. Я думаю, это неплохая замена. Ну и конечно же, вы что? Конечно же, Тазик Стасик. Я тут не собираюсь портить свой стол. И наш друг Тазик Стасик всегда нам готов в этом помочь. Матюш, поздоровайся. Если внимательно смотреть видео, то там видно, что мужик берет и бьет сначала по верху бутылки, потом по низу бутылки и потом ударяет. Непонятно зачем. Возможно, для того, чтобы бутылка просто всколыхнулась. Ну, типа, газ начал выходить, и тогда пробка слетит легче. Для начала мы попробуем ее открыть просто так. Если же не откроется, мы попробуем ее встряхнуть и тоже просто открыть. Ну и последнюю, вторую бутылку, мы попробуем открыть именно так, как на видео. То есть постучав здесь, и потом чинк, и все. Пробуем. Сейчас мы будем открывать вот эту бутылку, если что, беги. Главное ничего не разбить. Не повторяйте этого дома. Она открылась. Она не слетела, но открылась. Коль она уже чуть-чуть открылась, давайте встряхнем, чтобы газа было больше. И теперь попробуем еще раз. Добьем. Вышло опасненько. Так, эксперимент полуудачный, я бы сказал. Колу мы потеряли, потому что пить это уже не стоит. Туда могло упасть стекло, а если проглотишь стекло, будет... Ой, как нехорошо. И надо найти горлышко. Горлышко, пожалуйста. Сейчас я чувствую себя гусаром. Тазик Стасик, кстати, меня спас. Смотрите, целая капля, вот, капля колы. И теперь пробуем четко, как видео. Ударяем здесь, ударяем по крышке. Первая часть эксперимента показала, что в принципе это очень даже реально. Даже вот без заморочек. Погнали! Вот это да! Да! Я не ожидал! Офигеть! Что? Как? Как это получилось? Он сработал именно так, как должен был сработать, как на видео. В первой части не совсем, во второй части идеально. Просто посмотрите на это. Крышка ударила в потолок и улетела в коридор. Горлышко не задето вообще, ни скола, ничего. Она просто улетела. Ну, кроме того, что удар, так еще и газ. А что означает, что вот эти вот постукивания встряхивали бутылку, и газ выходил и помогал вытолкнуть пробку. Офигенно. К следующему лайфхаку. В этом лайфхаке нам показывают, как можно сделать из одного яйца много яиц. Потенциал у этого лайфхака просто не бескончаемый, как море. Ну, представьте, да? Это просто деньги из воздуха. Для этого всего лишь нужно заморозить одно яйцо, порезать его настолько, сколько тебе нужно частей, зажарить, подать. Получается высокая кухня. Хорошо, что у меня в морозилке всегда есть замороженные яйца. Оп. Ну и теперь нам нужно его просто очистить, порезать и пожарить. Погнали. Доска и нож. Все готово. Приступаем. Ой. Нам нужно, чтобы верхняя часть яйца растопилась. И тогда очень легко отойдет. О, уже отходит. Реально чистится хорошо. Фу.
Чтобы вы понимали, это не вареное яйцо, а именно сырое замороженное, чтобы его можно было порезать. Ой, фу, мерзкое какое. Это выглядит как маленькая яишенка. Забавно то, что желток замороженный выглядит точно так же, как вареный. Пальцы бы еще не отпилить. Ну все, вот что у нас получилось. 4 потенциальных яишенки. И это яишенка для тех, кто провинился. Сковорода разогрелась, быстро выкладываем сюда наши мини-яишенки. Так, и 3 белочка. Раз. Давай, друг. Интересно, их нужно переворачивать? Яичница стала похожа на яичницу. Можно вытаскивать. Для этого у нас есть вот такая вот штука. Прям на нее выложим красивенько. Оп. Оп. Это сработало! Посмотрите на эти милые маленькие яишенки. Каждая из них образчик идеальной селекции, а этот крепыш. В общем, лайфхак работает. Получились идеальные яишенки. Мэти, ты пропустил? Держи. Полезность этого лайфхака очень высока. Ну прям очень высока. Посмотрите просто, я потратил одно яйцо, всего одно. Это можно накормить раз, два, три, четыре, 5, 6, 7 гостей. Поэтому этому лайфхаку мы ставим плюсик. Обычная вкусная яичница. К следующему лайфхаку. В этих видео нам показывают, что в голове у фигурки Funko Pop может быть что угодно. Другая маленькая фигурка, мозги, наггетс. Так что там на самом деле есть? Есть только один способ узнать — препарировать фигурку Funko Pop. И для этого у меня есть вдова. Мне, конечно же, жалко эту игрушку, но мы готовы пойти на жертвы. К тому же ее можно склеить. Будет вдова Франкенштейн. Осторожненько вскрываем. С обратной стороны коробки есть другие фигурки из этой серии. Трейсер и Риппер. Но им повезло чуть больше. Держи, Матюш. Храни. Коробочку надо сохранить. Вот так она миленько выглядит. Достаточно тяжелая, виниловая. Такое ощущение, что в голове что-то и может быть на самом деле. Посмотрите, какая милашка. Со снайперкой. Есть. Пошло. Все идет хорошо. Вообще выглядит так, как будто это ее костюм на Хэллоуин. Так, вытаскиваем нож. И смотрим. Раз, два, три. О, там кольцо! Прикиньте, внутри кольцо! Кольцо внутри! Конечно, нет. Я его туда сам положил. Как и все эти люди, которые засунули туда и мозги, и наггетс и прочее. Теперь мы точно знаем, что там ничего нет. А вообще было бы забавно, конечно. То есть, если бы этот лайфхак работал, то выгода была бы очевидна. 2 по цене одного. Покупаешь одну фигурку, а внутри еще и наггетс. Поэтому лайфхак — это не рабочий, видеообман. А вдова будет вот в таком виде стоять на полочке и напоминать нам о лживости этого мира. К следующему лайфхаку. В этом лайфхаке нам показывают, как легко сделать что-то типа сахарного ушка, ну это такая печенька, прямо из хлеба, сахара и используя тостер. Выглядит странно и вообще очень похоже на фейк, потому что какая-то она больно ладная выходит. Но на то мы и здесь, чтобы это проверить. Поэтому я собрал всю вот эту дичь, все ингредиенты, которые есть в видео. Яичко, сахар, 2 кусочка толстого хлеба и 2 шпажки. Вырезаем весь мякиш, оставляем корочку. Получились у нас 2 вот такие штуки. Блин, вот не эластичный хлеб, если, то он сразу ломается. В этом, конечно, есть небольшая сложность. Но, в принципе, получилось довольно неплохо. Шпажкой насквозь. Оп. Идеально, просто идеально. Яйцо и в сахар. Жарим наши прекрасные печеньки в тостере. Включим мощность на чуть выше среднего, чтобы не сгорело, а там посмотрим. Поехали. Надеюсь, ничего не коротнет. Давайте 2 сразу. Печенька горит. Кусочек хлеба дотронулся до стенки и загорелся, а все остальное сырое. Если у кого есть идеи, как отмыть все вот это вот теперь от сахара, напишите в комментариях. Там начинает гореть, все, пора вытаскивать. Пожалуй, хватит. Но получили мы вот это. Недожаренный хлеб, перегоревшую шпажку и еще один недожаренный хлеб.
Давайте попробуем для начала. Матюнь. Матюне не понравилось. На вкус как гренка, но совсем не хрустящая, а хлеб остался мягким, и яйцо даже не дожарилось. Более или менее приемлемо, но есть одно большое но. Во-первых, я не знаю, как теперь отмывать тостер. Во-вторых, чуть все не загорелось. В-третьих, как видите, шпажка деревянная перегорела пополам. Мало того, что бесполезный лайфхак, так еще и очень опасный. Поэтому не вздумайте повторять это дома. Это видео вообще несет только вред на самом деле, потому что кто-то реально может вот это вот начать готовить и просто сгорит все вокруг. Фу лайфхак, плохой лайфхак. И едем к последнему лайфхаку, бонусному с матюшечкой. Если коротко, то это лайфхак, как защитить любую поверхность от кота. Потому что там утверждают, что кот испугается фольги под ногами, под лапами. Давайте проверим. Вот мне интересно все-таки, это должен быть эффект неожиданности? Или пофигу? Матюш, как считаешь? Я доверяю тебе принять это решение. Алюминиевая фольга. Не свойственно этой квартире. Теперь нужно заманить сюда Матюшу. Как мы можем его заманить? Подтолкнув в спину. Давай, Матюш. Пойдешь? Как интересно. Ну, Матюш, это вообще не пугает. Так не сработало. Но можно заманить сюда бусинку и посмотреть на неожиданную реакцию. Буся. Так, Буся сидит прямо возле стола. Ты хотя бы прыгай. Матюш, хочешь? Короче, Буся не хочет сама запрыгивать. Действуем примитивными методами. Не примитивными, а примитивными. Оп. Ей плевать. Бусь, вот еда. Бусинка. Ей очень интересно. Вау. Вау. Кушай. Кушай. В общем, этот лайфхак абсолютно не работает. Ни Матюша, ни Бусинка не испугались вообще эту штуку, им просто стало интересно, потому что она отражает их розовые носы. И сегодня мы проверили 5 безумных лайфхаков, один с котами. Спасибо, что были с нами. Обязательно ставьте лайк под этим видео, пишите, что Бусинка принцесса. Переходите в Инстаграм, подписывайтесь, там Буся в сторис. И не забывайте про конкурс на айфоны. Вся информация в описании. Cheesecake.ru. И еще раз спасибо, что были с нами. Пока. Спасибо, что досмотрели до конца.